Бабушка Лидия, после смерти мужа, вместе с которым они добились опеки над внучкой, воспитывает 13-летнюю Корнелию одна. Девочку забрали у ее биологических родителей-алкоголиков, которые совершенно не заботились о ребенке. В данный момент условия жизни бабушки и внучки очень тяжелые, их дом требует масштабного капитального ремонта. Но в один прекрасный день в их дверь постучала Катарина Доубар и кардинально изменила жизнь семьи. В тихом районе маленького городка под названием Тыхы в одном из старых кирпичных домов живет бабушка Лидия и ее внучка. Непростая судьба этой семьи коснулась их соседки Марты, которая стала их единственной опорой и поддержкой. Именно соседка Марта написала трогательное письмо в телепроект «Наш новый дом», в котором попросила помочь этой семье. Родители Корнелии злоупотребляли алкоголем, что очень опасно сказывалось на ее здоровье. Как вспоминает бабушка, родители поили маленького ребенка пивом и водкой, чтобы та быстрее заснула и не мешала им развлекаться. После того, как девочку забрали специальные органы и определили в приемную семью, право опеки над Корнелией добились ее бабушка и дедушка. Но, к сожалению, несколько лет назад у бабушки Лидии умер муж, и теперь она воспитывает внучку одна. 13-летняя Корнелия – замкнутый и неразговорчивый ребенок. Связь с матерью она не поддерживает совсем. По ее словам, она даже не хочет иметь с ней ничего общего. Отца девочка никогда в жизни не видела. Бабушка Лидия очень любит свою внучку и старается делать все, чтобы у девочки было счастливое детство. По ее словам, Корнелия – это самое дорогое, что есть у нее в жизни. Семья живет в старом доме, которому более 100 лет. В комнатах очень сыро, на полах дырявый линолеум, а на стенах ползет грибок. Мебель в доме давным-давно стала непригодна, из-за повышенной влажности все гниет и разваливается. Из-за постоянных сквозняков в зимнее время в доме очень холодно, бабушке и внучке приходится одевать теплую одежду. Каждый день бабушке приходится таскать в дом уголь, чтобы затопить печку, которая обогревает только кухню. Семья живет в одной комнате, о личном пространстве, о котором мечтает 13-летний подросток, не может быть и речи. Когда Катарина Доубар прочитала письмо, написанное соседкой Мартой, она была тронута до глубины души и незамедлительно решила сделать бабушку Лидию и ее внучку следующими героями своего проекта. На время ремонта семью переселили в съемную квартиру в центре города, и на весь срок строительных работ для них была организована развлекательная программа. Ну а пока наши герои отдыхали от суровых будней, на строительной площадке работа шла полным ходом. На помощь пришла та самая соседка, которая каждый день готовила обеды строительной бригаде и всячески старалась помогать. За несколько дней строителями была проделана колоссальная работа. Дом изменился не только внешне, но и внутри. Благодаря грамотной перепланировке в доме появились отдельные комнаты как для бабушки, так и для внучки. Новая мебель, техника и прочие элементы декора гармонично вписались в новый светлый интерьер. Когда ремонт подошел к концу, бабушку с внучкой привезли посмотреть на их новый старый дом. Радости не было предела. Бабушка плакала от счастья и благодарила Катарину и всю ее команду за то, что они пришли к ним на помощь и кардинально изменили их жизнь. Корнелия была просто в шоке от увиденного. Она не могла поверить, что их старый дом смог преобразиться до такой степени, а еще больше удивления вызвала ее новая комната, о которой она так давно мечтала. Итак, друзья, а что вы думаете о таком ремонте старого дома и об этой семье? Напишите свое мнение в комментариях, будет интересно. А с вами был Бариман, всем добра!